Здравствуйте, Овны! Сегодняшний Таро-прогноз мы делаем для вашего знака Зодиака. Сегодняшний расклад — это расклад на следующую неделю. Неделя с 15 по 21 июня. Давайте посмотрим, что вас ожидает на следующей неделе, какие вам карты сегодня выпадут, что интересного произойдет у вас. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Пишите также вашу дату рождения, кому интересен нумерологический разбор даты рождения через призму Таро, скажем, да. В сообщении, закрепленном под этим видео, есть условия акции. Можете прочитать условия, можете оставить, соответственно, вашу дату рождения. Возможно, я ее разберу. Итак, Овны, давайте посмотрим. Неделя с 15 по 21 июня. Что же вас ожидает? Начнем мы с понедельника. Понедельник. Вторник. Такой интересный переход у вас, да? Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, очень много старших арканов. Ну, давайте посмотрим, почему они у вас выпали, почему эти карты здесь у нас есть. Итак, первая карта у вас есть пятерка кубков. Казалось бы, потом девятка кубков идет такая хорошая, но первая пятерка кубков — возможное разочарование из-за какой-то проблемы или неприятности, которая может происходить у вас. Может быть, в семье, в вашем доме разочарование из-за чего-то. Как будто что-то не получилось, и вы этим сильно раздосадованы, не замечая возможностей хороших, которые у вас остаются за вашей спиной, но вы зациклены на какой-то неудаче. Что-то не так, как вам бы хотелось, сложилось. Давайте посмотрим дополнение, почему здесь у вас эта карта есть. Есть карта рыцаря мечей. Ваше желание здесь проявлять напористость, упорство какое-то, потому что вот не получилось в прошлом что-то, вы понимаете, что нужно здесь кому-то что-то, может быть, доказывать, гневиться, ссориться с кем-то можете, какой-то конфликт может возникать с кем-то из ваших близких, то есть нужно быть осторожнее, чтобы не выступать в роли этого рыцаря мечей, который здесь мечом размахивает и может все на своем пути сносить и крушить. То есть нужно свою энергию стараться здесь правильно распределять. Может быть, общение с воздушным знаком, это весы, близнецы или водолеи, с кем-то из них такое общение, соответственно. Или вас что-то разочаровывает, связанное с таким человеком. Но вот следующая девятка кубков, которая здесь у вас есть, она, кстати, говорит о материальном счастье, так называемом, о достатке, об успехе, который вы чувствуете. И эта карта хорошая, выпала она у вас после такого понедельника. Давайте посмотрим, почему во вторник она у вас есть. При этом пятерка пентаклей, горе, переживания. То есть ощущение, что вы по девятке кубков хотите достатка, благополучия, и скорее всего у вас это все есть, но при этом вы переживаете за материальную составляющую. Может быть, думаете, что слишком много тратите. Возможно, вы здесь переживаете какие-то неприятности, потому что чересчур в чем-то вот как будто переизбыток имеете, и приходит из-за этого какая-то, ну как неприятные последствия, да, от того, что вы в чем-то имеете переизбыток, переедание или что-то себе лишнее позволили, соответственно, да, это вызывает потом переживания или какие-то неприятности с этим связаны. И дальше карта смерть, которая есть, это желание завершить, прекратить что-то, как сесть на диету, да, завершить какой-то один этап, трансформироваться, измениться, поменять в своей жизни что-то для того, чтобы стать лучше. То есть уйти от старого «я», начать жить по-новому, освободить себя от чего-то, расстаться с чем-то, что в прошлом происходило, что вас не устраивало, и начать, соответственно, этот новый период, как будто бы измененный, обновленный. И по семерке пентаклей вы действительно как будто бы оцениваете, что вы имеете на сегодняшний день, что нет того, что вам бы хотелось. И, возможно, по семерке пентаклей есть понимание, что нужно что-то менять, чтобы получить тот результат, который вы хотите, потому что те способы, те методы, которые вы использовали раньше, они как будто бы не работают. И вы понимаете, что они не актуальны больше, и нужно что-то кардинально менять, потому что нет сдвига, нет изменения, может быть, финансового какого-то изменения, которого вы ожидаете. Карта дьявола — это карта Козерога. У кого-то из вас общение с Козерогом, возможно, будет. Овны, а у кого-то здесь желание получить то, чего вы сильно жаждете и хотите. Может быть, прояснение ситуации и понимание, как этого лучше достичь. Также по Солнцу, может быть, радость от обретения желаемого,
ощущение счастья от того, что вы здесь можете потешить свое тщеславие, может быть, свое самолюбие в чем-то, и по карте дьявол получить в краткосрочной перспективе что-то, чего вы сильно хотите. Действительно, это вас может сильно и сильно порадовать, получение желаемого. Следующий Иерофант, карта семьи и брака, возможно, каких-то вопросов, связанных с семьей и с браком, а также это карта всех традиционных вопросов, традиционных каких-то учреждений, в которых вы работаете, возможно, какой-то организации, в которой вы работаете по Иерофанту, какая-то госструктура. И тут же карта дьявола снова, то есть желание что-то такое вот важное заполучить для вас по дьяволу. И по карте Иерофант, такая смесь дьявола с Иерофантом необычная. То есть вы в необходимости получить желаемое стараетесь поступить мудро и не отходя от того, как принято в обществе, да, не отходя от традиций, скажем. При этом прислушиваться стараетесь не только к своим желаниям, но еще и к тому, как это было бы правильнее сделать, то есть и к какому-то духовному началу. Возможно, необходимость прислушаться к кому-то, кто может дать вам хороший совет, не сбить с пути, как это дьявол, а наоборот направить на правильный путь, помочь в том, что вы очень сильно хотите здесь, соответственно, обрести. Карта императрица, карта знака Телец. Возможно, у Овнов здесь что-то будет связано с таким человеком, такого знака. И также здесь в целом императрица — это женская карта, карта мамы, карта, может быть, общения с вашей матерью или вашей женой. Или если вы мама, возможно, вы здесь по принцессе мечей можете использовать какие-то возможности, касающиеся вашего дома, или какие-то шансы, которые вам даются касаемо там вашей внешности в этот день. Или вы здесь очень решительны будете касаемо вашей внешности, к примеру. Можете быть очень честны с такой женщиной, проявление честности, прямолинейности, возможности узнать что-то, какую-то информацию по принцессе мечей. Опять-таки об этой женщине или от этой женщины, или вы, если вы женщина, узнать что-то вас интересующее, внести ясность во что-то, что раньше было немножечко как будто бы скрытным, сложным, непонятным для вас. То есть здесь возможность эту информацию для себя вынести. Но тройка мечей, которая есть в воскресенье, она показывает разочарование и, возможно, конфликт, который у вас возникает, потому что вы разочарованы тем, что нет поддержки, на которую вы рассчитывали, возможно, которую вы ожидали. Возможно, вы здесь не получаете результатов в той работе, которую вы выполняете. Неважно, что это может быть что-то по дому. То есть вот по тройке жезла вы себе поставили определенную цель, вы хотите это выполнить, но что-то вам мешает это сделать, соответственно, и сталкиваетесь с определенными неприятностями. Либо в общении с другими нет той поддержки, которой хочется, возникают какие-то конфликты, или это разбивает вам сердце, то есть какие-то неприятности тоже опять-таки могут иметь место быть. В любом случае, я надеюсь на то, что расклад у вас проиграется только в хороших аспектах, да, что негативное вы как-то проскочите. Надеюсь, что все-таки, да, вы трудности, если они будут здесь какие-то у вас происходить, пройдете их достойно. И мне бы интересно было узнать, конечно, что это за сочетание здесь Иерофанта с дьяволом. Мне часто такое выпадает. Тут дьявол 2 раза подряд фактически, показывая, что эти дни как-то могут быть связаны. Четверг, пятница у вас выпадают. Можете написать в комментариях, что здесь у вас происходит. Мне будет также это интересно. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.